15 ряд у нас готов. Вяжем 16 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. И в следующие 7 столбиков провязываем по столбику с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, в рельефный шестой. И вот у нас 2 столбика в первый, 7 столбик. Итого провязали, считая первые 3 воздушные петли, начальный столбик, 8 столбиков. Далее нам нужно сделать сплит из 2 столбиков с накидом. Накид. Первую ножку провязываем вокруг правого рельефного столбика. Закрыли один накид, 2 петли на крючке, накид. Вторую ножку вокруг следующего рельефного столбика. Заводим крючок также под этот столбик. 3 петли и закрываем. Мы как бы замкнули в уголок вот наши рельефные столбики мысиком. Накид. Теперь нам нужно немножко вернуться. У нас вот пара столбиков внутри этого уголочка. И провязываем столбик с накидом вот во второй столбик, который мы пропустили. И делаем его позади вот этого сплита последнего. Сплит у нас впереди лежит. Сейчас рассмотрим еще повнимательнее. Первый столбик провязали. Теперь столбик с накидом в рельефный столбик, в вершину, вокруг которого мы провязывали вторую ножку сплита. Вот так. Эти 2 столбика у нас позади сплита. Сплит лежит сверху. И теперь в следующие 13 столбиков провязываем по столбику с накидом. Девять, 10, 12 идет в рельефный столбик и 13 в первый столбик на группе из 2. Вот. Итого 15 столбиков у нас будет между сплитами. Накид и снова вяжем сплит. Первая ножка, накид и вторая ножка. И снова 15 столбиков с накидом. Вначале в пропущенный столбик, во второй, следующую вершину рельефного столбика и еще 13 столбиков. Вот так. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Между сплитами у нас по 15 столбиков. Подходим к концу ряда. Провязали после последнего сплита 7 столбиков с накидом. И теперь соединяем в начальный столбик, но будем делать соединение рельефный лицевой столбик. Не в третью петлю, а под сам столбик соединяем. 16 ряд у нас готов. Вяжем 17 ряд. 3 воздушные петли. Выполнили начальный рельефный столбик с накидом.
Вокруг следующего заводим крючок сзади наперед и провязываем рельефный изнаночный столбик. Вокруг следующего рельефный лицевой крючок спереди назад, столбик с накидом. Вокруг следующего рельефный изнаночный, рельефный лицевой, вокруг следующего рельефный изнаночный. Так чередуем столбики: лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Теперь лицевой, изнаночный. Подошли к сплиту и вокруг него провязываем рельефный лицевой, вставляем крючок под вершину сплита, вот под 2 столбика, и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Вокруг следующего рельефный изнаночный, и так продолжаем вязать по очереди лицевой, изнаночный. Вокруг сплитов у нас получается всегда лицевые столбики. Все, вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний изнаночный рельефный столбик с накидом и соединяем вершину начального столбика соединительной петлей. 17 ряд у нас готов. Вяжем 18 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом, накид, и сюда же в эту петлю, куда делали соединение, провязываем еще один столбик с накидом. 1 воздушная петля, и в этот столбик провязываем еще 2 столбика с накидом. Итого 4 столбика у нас на одном основании, посередине арка из 1 воздушной петли. Вот такая ракушка: 2, 1 воздушная, 2 столбика. Далее накид, пропускаем изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, и в следующий столбик провязываем такую же ракушку: 2 столбика с накидом, 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом. Накид, пропускаем 4 петли, в следующий столбик, он у нас лицевой, провязываем такую же ракушку. Так вяжем такую комбинацию столбиков в каждый 5-й столбик. Между ракушками арки мы не провязываем, только посередине арочки из 1 воздушной петли. Все, продолжаем вязать в каждую 5-ю петлю, 4 пропускаем, в 5-ю вяжем такую ракушку. Ряд легкий, давайте провяжем самостоятельно и встретимся. Итак, подходим к концу ряда. Провязала последнюю ракушку. Нам пришлось в 2 местах пропустить не 4 столбика, а 5 столбиков. Вот здесь 5 осталось, и где-то напротив также пропустила 5 столбиков, потому что 2 столбика лишние и не делятся на 5. Все, провязали последнюю ракушку и соединяем вершину начального столбика в 3-ю воздушную петлю подъема с соединительной петлей. 18 ряд у нас готов. Что у нас получается? Вяжем 19 ряд, он у нас повторяет 18. Единственное, что ракушки мы будем провязывать не в столбике, а в арке из 1 воздушной петли. Итак, делаем соединительный столбик в следующий столбик и в арочку. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом. В эту же арку провязываем столбик с накидом, 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом в эту же арку.
Вот такая ракушка выходит из арки. Накид, пропускаем 4 столбика и в следующую арку провязываем такую же ракушку. 4 столбика посередине арки из одной воздушной петли. 2 провязала, 1 воздушная и еще 2 столбика. Вторая ракушка готова. В следующую арку вяжем такую же вариацию из столбиков. Так, продолжаем вязать по кругу. И встречаемся в конце ряда. Итак, в конце ряда сделали соединение в третью воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. 19 ряд у нас готов. Вяжем 20 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик с накидом и в арку. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, и в эту арку провязываем еще 1 столбик с накидом. Делаем такую же ракушку пока. 1 воздушная петля и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. Провязали ракушку. И теперь делаем скрученный сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, сделали 2 накида. И смотрим внимательно. Вот у нас, так, сейчас покажу. Первый ряд ракушек, второй ряд. Мы сейчас провязываем третий ряд ракушек. Вот первый ряд. Первая ракушка, вторая ракушка, следующая. Это 4-й столбик первой ракушки. Это 1-й столбик следующей ракушки, второй. Вот сплит мы будем делать на 2 этих столбиках. Но первую ножку мы будем провязывать вокруг 1-го столбика 2-й ракушки, а вторую ножку сплита будем провязывать вокруг 4-го столбика 1-й ракушки. Итак, сделали 2 накида, вставляем крючок под первую ножку 2-й ракушки и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами, но не до конца. 2 петли на крючке. 2 накида. Теперь вставляем крючок под 4-й столбик 1-й ракушки. Три петли на крючке, закрываем. Вот такой скрученный сплит. В следующую арку провязываем такую же ракушку из 4 столбиков посередине арка из 1 воздушной петли. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. И снова делаем сплит из скрученных вот 2 столбиков с 2 накидами. Вот у нас 2 ракушки. Вниз спускаемся. Первую ножку сюда провязываем, вторую ножку в предыдущую ракушку. Итак, сделали 2 накида. Крючок вставляем под 1 столбик следующей ракушки. 2 накида. И вторую ножку провязываем под 4 столбик предыдущей ракушки. Закрыли все петли на крючке. И снова вяжем ракушку в следующую арку. Сейчас повнимательнее рассмотрим. Вот что у нас получается. Следующий сплит будем вязать на этих 2 ракушечках. Вот первый ряд 1, 2, 3, первый ряд. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда.
Итак, мы довязали 20 ряд, сделали соединительную петлю в вершину начального столбика. Вот что у нас пока получается. Основу берета мы с вами верхнюю часть закончили. Диаметр его у меня получился 27 сантиметров. Он еще немножечко растянется после отпаривания. Нам нужно начинать постепенно убавки. Посмотрите, какая красота уже прорисовывается. Очень красивый беретик. Итак, вяжем 21 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик и в следующую арку из одной воздушной петли. Одна воздушная петля подъема и столбик без накида в эту арку. Накид, пропускаем 2 столбика с накидом и вершину сплита провязываем 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля и еще 2 столбика с накидом сюда же в вершину сплита. Вяжем такую же ракушку из 4 столбиков. Провязали, пропускаем 2 столбика и в середину следующей ракушки под арку провязываем столбик без накида. Накид, пропускаем 2 столбика на ракушке и в вершину сплита снова вяжем ракушку, 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с накидом сюда же. В следующую арку, в середину ракушки, столбик без накида и снова ракушка в вершину сплита. Продолжаем вязать по рисунку. И встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю ракушку и соединяем вершину начального столбика без накида. 21 ряд у нас готов. Вяжем 22 ряд. Делаем 2 накида и так смотрим внимательно. Вот у нас 2 сплита, начало ряда, 2 сплита по бокам. Вот следующий сплит, заводим крючок под 2 ножки и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. В следующие 2 столбика, в первый и второй на ракушке, провязываем по столбику без накида. И в следующую арку из одной воздушной петли вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, арочка, и еще 1 столбик без накида в эту же арку. В следующие 2 столбика, в третий и четвертый на ракушке, по столбику без накида. И снова идет сплит. Сделали 2 накида. Первую ножку вяжем вокруг того же сплита, что вязали последний рельефный столбик. Провязали первую ножку, закрыли 2 накида, 2 петли на крючке, 2 накида, вторую ножку вокруг следующего сплита. Также вставляем крючок под обе ножки, 3 петли закрываем. Далее пропускаем столбик без накида и в следующие 2 столбика с накидом на ракушке, первый и второй, провязываем по столбику без накида. И теперь в арку снова столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида в арку, в эту же. И в следующие 2 столбика, в третий и четвертый, провязываем по столбику без накида.
И далее идет сплит. Сделали 2 накида, первую ножку вокруг того же сплита, что и вторую ножку предыдущего вязали. 2 накида, вторую ножку под следующий сплит. Пропускаем столбик без накида, в следующие 2 столбика с накидом по столбику без накида и снова наверху петельку делаем. Все, продолжаем вязать по рисунку самостоятельно. Подходим к концу ряда. Нам осталось доделать первый, вот он же и последний сплит. 2 накида, первая ножка с 2 накидами, столбик не до конца. А вторую ножку мы уже провязали в начале ряда, 2 петли на крючке. Сейчас у нас вставляем вершину первого столбика рельефного, вытянули нитку и вытягиваем через петли. Вот такой сплит у нас получился. 22 ряд у нас готов. Вяжем 23 ряд. Делаем соединительный столбик в следующие 2 столбика без накида и в арку из одной воздушной петли. 1 воздушная, и в эту арку провязываем 2 столбика без накида. 3 воздушные, арка, и в эту же арку провязываем еще 2 столбика без накида. Далее накид. У нас идет следующий сплит. Вставляем крючок под обе ножки и провязываем рельефный лицевой столбик с 1 накидом. 2 воздушные, арка, накид, и сюда же под этот сплит провязываем еще 1 рельефный лицевой столбик с 1 накидом. Такая галочка вокруг сплита. В следующую арку из 3 воздушных провязываем 2 столбика без накида, 3 воздушные петли и еще 2 столбика без накида в эту же арку. Накид. Вокруг следующего сплита провязываем рельефный лицевой столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 1 рельефный столбик вокруг этого же сплита, рельефный лицевой. В следующую арку 2 столбика без накида, 3 воздушные и еще 2 столбика сюда же в эту арку. 2 столбика без накида. И снова вяжем 2 рельефных столбика вокруг следующего сплита. Все, продолжаем вязать по рисунку. Итак, подошли к концу ряда, провязали последние 2 рельефных столбика, между ними арка из 2 воздушных, и соединяем вершину начального столбика без накида с соединительной петлей. 23 ряд у нас готов. Вяжем 24 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик без накида и в арку из 3 воздушных. 1 воздушная петля подъема, и в эту арку провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Накид. Теперь в арку из 2 воздушных петель провязываем ракушку. 2 столбика с накидом, 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. В следующую арочку столбик без накида. И теперь в арку между 2 рельефных, арка из 2 воздушных, провязываем такую же ракушку, 2 столбика
с накидом, 1 воздушная и еще 2 столбика с накидом в эту же арку. В следующую арку из 3 воздушных столбик без накида. Все, вяжем самостоятельно по рисунку. Подошли к концу ряда, провязали последнюю ракушку и соединяем вершину начального столбика без накида соединительной петлей. 24 ряд у нас готов. Вяжем 25 ряд. Делаем соединительный столбик в следующий столбик. Он у нас первый на ракушечке. 2 воздушные петли. 1, 2. Это вторая ножка сплита, которую мы будем доделывать в конце ряда. Накид в следующий столбик. Во второй на ракушке столбик с накидом. 1 воздушная петля. Пропускаем арку в следующий столбик. Столбик с накидом. Накид. И теперь нам нужно делать сплит. Первую ножку в следующий столбик. Он у нас 4 на ракушке. Столбик с накидом не до конца. 2 петли на крючке. Накид. Пропускаем столбик без накида. И в следующий столбик с накидом. Он первый у нас на следующей ракушке. Провязываем вторую ножку сплита. 3 петли на крючке. Закрываем. Накид. В следующий столбик. Столбик с накидом. 1 воздушная. В следующий, в третий столбик. Столбик с накидом. И снова делаем сплит. Первую ножку в 4 столбик этой ракушки. Накид. Пропускаем столбик без накида. Вторую ножку в первый столбик на следующей ракушке. Закрыли 3 петли. Сплит готов. Столбик с накидом в следующий столбик. 1 воздушная. В следующий столбик. Столбик с накидом. И снова делаем сплит из 2 столбиков с накидом. Все, продолжаем вязать по рисунку. Итак, подходим к концу ряда. Провязали столбик с накидом после арки, и нам нужно доделать последний сплит. Вяжем столбик с накидом не до конца в следующий столбик. 2 петли на крючке. Вставляем крючок в вершину начального столбика и вытягиваем нить сразу через все петли. Вот такой сплит. 25 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Уже беретик наш стал закручиваться. Пошел на убавление. Вяжем 26 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это последняя, третья ножка сплита, которую мы доделаем в конце ряда. Далее 4 воздушные петли арка. 1, 2, 3, 4. И сейчас провязываем сложный сплит. Он у нас состоит из 3 столбиков. Первая ножка столбик с 2 накидами, и мы его провязываем вокруг последнего сплита, который мы делали в предыдущем ряду. Вставляем крючок под обе ножки и провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Закрываем 2 накида. Далее накид. Следующую среднюю вторую ножку сплита мы провязываем в арку из 1 воздушной петли. Закрываем накид. Третья ножка столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида и провязываем ее вокруг следующего сплита. Заводим крючок также под обе ножки. Третья ножка у нас также рельефный столбик с 2 накидами. Закрыли 2 накида. 4 петли на крючке. Закрываем. Итак, сплит у нас состоит из 3 ножек. Первая и третья с 2 накидами, средняя столбик с 1 накидом. И первая, третья ножка у нас рельефные, провязываются вокруг сплитов, а средняя ножка в арку из 1 воздушной петли. Сейчас еще раз повторим. Далее идет арка из 4 воздушных. 1, 2, 3,
4 и снова вяжем сплит. Сделали 2 накида. Первая ножка вокруг того же сплита, что и третья ножка предыдущего сплита. Заводим крючок вокруг этого сплита и закрываем 2 накида. Накид, вторая ножка в арку из одной воздушной петли, закрыли 1 накид, 2 накида, третья ножка вокруг следующего сплита. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами, но не до конца. 4 петли на крючке, закрываем. Вот такой сплит из 3 ножек. И снова арка из 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И снова сплит. Давайте еще раз вместе провяжем. Первая ножка туда же, куда вязали третью ножку предыдущего сплита. Накид, вторая ножка в арку, столбик с 1 накидом не до конца. И третья ножка, столбик с 2 накидами, рельефный лицевой вокруг следующего сплита. 4 петли, закрываем. 4 воздушные. Все, продолжаем вязать вот такие сплиты сложные. И начальный сплит доделаем вместе потом в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последнюю арку из 4 воздушных. И нам нужно доделать сплит. 2 накида. Первая ножка. Накид. Вторая ножка в арку. 3 петли на крючке. И теперь вставляем крючок в вершину, в третью воздушную петлю и протягиваем через все петли. Замкнули. 26 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 27 ряд. Делаем соединительный столбик под среднюю ножку последнего сплита, рельефный лицевой. И еще 3 воздушные петли давайте сделаем. Провязали начальный рельефный столбик с накидом вокруг средней ножки сплита. Далее накид, в следующую арку провязываем 4 столбика с накидом посередине арки из 1 воздушной. Первый столбик с накидом, второй, 1 воздушная петля и еще 2 столбика в эту же арку. И теперь вокруг средней ножки сплита провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Вставляем крючок под среднюю ножку и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. В следующую арку из 4 воздушных также провязываем 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Далее идет рельефный лицевой столбик вокруг средней ножки сплита. Вот что у нас получается. Продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю ракушку, сделали соединительный столбик, вершину начального рельефного столбика. 27 ряд у нас готов. Вяжем 28 ряд. Делаем соединительный столбик в следующие 2 столбика и в арку из 1 воздушной петли. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, это начальный столбик с накидом, еще 2 воздушные петли, 1, 2, это арка, накид, и в эту же арку провязываем еще 1 столбик с накидом. Провязали. Накид, пропускаем 5 столбиков и в следующую арку вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли, арка, и в эту же арку провязываем еще 1 столбик с накидом. Вот такие галочки провязываем в середину ракушек. Накид, пропускаем 5 столбиков в вершину следующей ракушки под арку, провязываем также ракушку. Первый столбик с накидом, 2 воздушные петли и еще 1 столбик с накидом в эту же арку. Накид, в
в следующую арку, 2 столбика с накидом посередине арка из 2 воздушных. Ряд очень легкий. Вяжем вот такие галочки в арке на ракушках. Итак, подходим к концу ряда. Провязали последнюю галочку из 2 столбиков с накидом и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема вершину начального столбика с накидом с соединительной петлей. 28 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 29 ряд. Делаем соединительный столбик в следующую арку, 4 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида и в эту же арку из 2 воздушных провязываем 6 столбиков с 2 накидами. Итого получится 7 столбиков всего, считая 4 воздушные петли начальные. 4, 5, 7 столбиков. Далее в следующую арку из 2 воздушных в середину галочки провязываем столбик без накида, 2 накида. Теперь в следующую арку на галочке также провязываем 7 столбиков с 2 накидами. Провязали. В следующую арку столбик без накида, в следующую 7 столбиков с 2 накидами. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 7 столбиков с 2 накидами, в следующую арку столбик без накида и соединяем в начальный столбик с 2 накидами, крючок заводим вот между первым и вторым. У нас будет соединение как бы изнаночным столбиком. 29 ряд у нас готов. Вяжем 30 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это вторая ножка сплита, которую мы доделаем в конце ряда. Далее накид. Вокруг следующего столбика заводим крючок сзади наперед, провязываем рельефный изнаночный столбик с 1 накидом. Накид. Вокруг следующего столбика провязываем рельефный изнаночный полустолбик, также заводим крючок сзади наперед, 3 петли на крючке, закрываем за 1 прием. И вокруг среднего 4 столбика вяжем рельефный изнаночный столбик без накида. Мы провязали 4 столбика, и все они у нас разной высоты. Этот будет с 2 накидами, с 1 полустолбик и столбик без накида. Теперь идем в обратном направлении. Накид. Вокруг следующего 5 рельефный изнаночный полустолбик, 3 петли, закрываем. Накид. Вокруг следующего рельефный столбик изнаночный с 1 накидом, закрываем накид и столбик. И вокруг 7 столбика сделали 2 накида, провязываем, заводим также крючок сзади наперед, закрываем 2 накида, столбик до конца не провязываем, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, столбик без накида мы пропускаем, переходим к следующей группе из 7 столбиков и вокруг первого также крючок заводим сзади наперед, провязываем вторую ножку сплита, столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли на крючке, закрываем.
Давайте еще раз вместе провяжем. Вокруг второго столбика вяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Вокруг следующего полустолбик рельефный изнаночный, 3 петли закрываем за один прием. Вокруг среднего четвертого столбик без накида рельефный изнаночный, накид. Вокруг пятого полустолбик, вокруг шестого столбик с накидом, и вокруг седьмого первая ножка с двумя накидами, столбик не до конца. Снова сделали 2 накида, пропускаем столбик без накида, переходим к следующей группе из 7 столбиков и вокруг первого вяжем вторую ножку сплита. Столбик с 2 накидами не до конца, также рельефный изнаночный, 3 петли закрываем. У нас впереди получается вот такая косичка, волна. Все, продолжаем вязать по кругу и встречаемся. Подходим к концу ряда, и нам нужно доделать начальный конечный сплит. Итак, делаем 2 накида. Нам осталось провязать в 7 столбик первую ножку сплита, закрываем 2 накида, 2 петли на крючке, и теперь вставляем крючок в третью воздушную петлю подъема и вытягиваем ниточку. Таким образом сформировали сплит. 30 ряд у нас готов. Вяжем 31 ряд, заводим крючок под последний сплит спереди назад, вытягиваем рабочую нить, провязали столбик без накида рельефный лицевой и еще 2 воздушные петли, получается столбик с накидом, накид. Следующие 5 столбиков по столбику с накидом обыкновенному, 1, следующий 2, следующий 3, 4 и 5. Подошли к сплиту и вокруг него сделали накид, провязываем рельефный лицевой столбик, заводим крючок под вершину, провязали рельефный лицевой столбик с накидом. В следующие 5 столбиков по одному столбику с накидом обыкновенному, 1, 2, 3, 4 и 5. И вяжем рельефный лицевой столбик вокруг сплита с накидом, провязали. Все, вяжем самостоятельно по рисунку и встречаемся. Подходим к концу ряда, провязали последние 5 столбиков с накидом обыкновенных и соединяем в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. 31 ряд у нас готов. Вяжем 32 ряд, заводим крючок за этот же столбик, куда делали соединение, провязываем рельефный лицевой столбик без накида и еще 2 воздушные петли, получился рельефный лицевой столбик с накидом, накид. Вокруг следующего провязываем рельефный изнаночный столбик, заводим крючок сзади наперед. Вокруг следующего рельефный лицевой, вокруг следующего рельефный изнаночный столбик с накидом. Вокруг следующего рельефный лицевой, заводим крючок спереди назад, рельефный изнаночный, делаем с краю беретика по краю
имитацию резиночки. Чередуем рельефный лицевой, рельефный изнаночный столбики. Так вяжем по кругу самостоятельно. Итак, провязали последний рельефный изнаночный столбик и соединяем вершину начального столбика с накидом соединительной петлей. Все, делаем закрепку. Ниточку можно отрезать. Сейчас прячем хвостик нити, и нам нужно будет отпарить наш беретик. Сильно не прижимаем, сверху вводим пар, и пока он влажный и горячий, можно постирать и расправить, разложить на ровной поверхности. Это уже кому какой способ больше нравится. Придаем красивую форму, но он и так ровненький, красиво все столбики ложатся. Вот. Давайте спрячем хвостик нити, и в центре у нас вот выходил тоже кончик. Сейчас его также еще немножечко вплетем и отрежем. Вот такой замечательный берет у нас с вами получился. Посмотрите, какой он нарядный, красивый. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такой очаровательный берет крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!